Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня буду готовить на завтрак драники, которые мы с сыном очень любим. Картофель и кабачок я заранее натерла на крупной терке. Посолила и дала овощам постоять, чтобы они пустили сок. Соли ушло примерно 1,5 чайной ложки. В сито кладу кабачок, вес очищенного кабачка 170 грамм. И при помощи ложки отжимаю из него сок. Можно овощи отжать через марлю, тогда муки в тесто уйдет меньше. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Теперь кабачок отжимаю руками и кладу в миску. Аналогичную процедуру повторяю с картофелем. Картофеля у меня 4 штуки среднего размера. Вес очищенного картофеля 390 грамм. Я овощи натерла на крупной терке, но можно натереть и на мелкой, если вам так больше нравится. Картофель отжимаю руками и кладу в миску. Здесь одно куриное яйцо. Перемешиваю его вилкой, чтобы разбить пленки. Добавляю 1,5 чайной ложки итальянских трав. Перемешиваю и добавляю черный молотый перец. Через пресс добавляю 1 небольшой зубчик чеснока. Это все по вкусу. Можно добавить вместо чеснока лук, измельченный в блендере или натертый на мелкой терке. Или добавить и лук, и чеснок, если вам так больше нравится. Хорошо перемешиваю до однородности. Картофель и кабачок перемешиваю, чтобы овощи равномерно распределились в тесте. Добавляю яичную смесь и снова перемешиваю. Добавляю по 1-2 столовые ложки пшеничной муки. После каждого добавления все хорошо перемешиваю. Чем лучше вы отжали овощи, тем меньше муки уйдет в тесто. У меня ушло 5 столовых ложек муки. Тесто должно получиться достаточно густым. Даю ему постоять примерно 3 минуты, чтобы мука впитала в себя влагу. В нагретую сковороду наливаю примерно 50 мл подсолнечного масла, чтобы покрыть дно. Тесто выкладываю по 1 столовой ложке. Толстыми драники не делайте, чтобы они успели приготовиться внутри. Когда края драников начнут поджариваться, их можно перевернуть на другую сторону. Готовлю драники на медленном огне до золотистой корочки с 2 сторон. Готовые драники выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Оно впитает в себя излишки масла. Вот такие драники у меня получились. Получилось их 16 штук. 2 драника сын уже съел, пробовал на соль. Есть драники нужно теплыми. Мы с сыном любим их есть со сметаной. И с удовольствием едим драники как на завтрак, так и на ужин. Рецепт драников простой, из доступных продуктов. Готовятся они быстро, а съедаются еще быстрее, потому что вкусные. Рекомендую вам приготовить такие драники, они вам тоже понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.